Мария, здрасте. Добрый вечер. У нас сегодня ответы на вопросы. Пока я болел ковидом, вопросы накопились. Поэтому, друзья мои, не стесняйтесь в вопросах. Помните только о том, что они все-таки про психологию. Вообще, когда меня спрашивают, а с чем к вам, Михаил, обращаются люди? Я думаю, что ко мне и к остальным психологам люди обращаются, если обобщить, с тремя проблемами. Это личные проблемы человека. Это проблема взаимоотношений человека с другими людьми. Это может быть там дети, родители, муж, жена. И это вопросы, связанные с детьми. Вот в моем понимании это главные три. Но не то, что они даже главные. Это 99% накрывает всех вопросов, с которыми люди обращаются. Вот посмотрим, так это или нет. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, зовут меня Евгений. Скажите, пожалуйста, вот что делать, если я меняюсь в отношениях, а девушка не меняется? Да-да. И что на этой почве? Ну, как правило, расстаемся. То есть, например, я работал на стабильной работе, а потом ушел в бизнес. То есть там другое отношение к деньгам. А какая вам разница, например, чем занимается ваша подруга? И как бы вы из-за этого с ней будете расставаться? Нет разницы. Ну, понимаете, стабильность как бы очень важна для человека. Нет, вот вы человек, который работает на стабильной работе. У вас есть девушка, которая занимается бизнесом, и ее доход нестабильный. Я правильно понимаю? Ушел со стабильной работы я, не она. Я ушел, я меняюсь. А она на стабильной работе? Да. И проблема-то в чем? Проблема в том, что я сначала работал на одной работе, потом ушел на другую, точнее в бизнес. Так. И человек перестал чувствовать ощущение стабильности. И? На этой после, скажем так, возникли разногласия, что я не столь много времени провожу вместе, там, деньги начали уходить в дело. Вы же понимаете, что такое заниматься. Давайте две проблемы разделим. Вы не возражаете, Евгений? Да, конечно. Первая проблема – это деньги. Так как вы можете сказать, слушай, это как бы мои деньги. Ты же работаешь, у тебя есть свои деньги. Почему ты смотришь в мою тарелку? Тебе какая разница, стабильно они идут или нет? И на этом тему с деньгами закончить. А вот то, что касается внимания, это вопрос интересный. Потому что, по большому счету, когда человек больше времени занимается чем-то, то ведь это его выбор, правильно? То есть в каком-то смысле это вам интереснее, чем со своей девушкой время проводить. И это правда. Потому что все рассказы богатых людей своей бедной половине, что это же бизнес, детка, это же моя жизнь. А детка на это говорит, она тебе интереснее и дороже, чем я это поняла. И дальше уже девушка решает, что ей с этим делать. А вот то, что касается, почему у нас материально нестабильно стало, может спросить, а тебе какая разница? Ты же работаешь на стабильной работе, вот и работай. Понимаете? А как найти баланс между, я про себя говорю, между делом и семьей, между отношениями? Вы знаете, у меня целая была передача, целая лекция. Кстати, у нас завтра лекция будет очень интересная «Кто я?». Не в смысле я, в смысле люди, которые не знают, кто они. И в воскресенье была лекция на эту тему, как найти баланс и не разрываться между карьерой, заработком, семьей и детьми. А люди, как вам сказать, без проблем психологических вообще не разрываются. Они живут так, как им хочется жить. Часть из них какое-то время работает, какое-то время проводит дома. Часть из них все время работает, и это их выбор. Они не пытаются сидеть на двух стульях. Но когда у человека такая тревожная история, он все время на работе думает о доме о работе. Я на этой лекции рассказывал о том, что это абсолютно ханжеская ситуация, когда мама говорит ребенку: сынок, ты хочешь шоколадку, мама тебя сейчас прям кидает на пятидневку, чтобы потом она пришла и дала тебе шоколадку, продавая, что ли, эту историю за шоколадку, получается. Как правильно сказать в такой ситуации? Ребенку, девушке, не знаю. Я люблю свою работу, и я с радостью иду на работу. Я люблю тебя, и я радостно возвращаюсь на работу к тебе. Да, вы можете подставить ребенка, тетю по материнской линии, жену и так далее. Вот это нормальная ситуация. Ненормальная ситуация у матерей, когда она сидит на работе и все время названивает ребенка, что ты пообедал, ты погулял. То есть ей не живется, она такая... Потом она приходит домой, потом она сидит по уходу за ребенком, у нее едет крыша, что она себе карьеру не делает. Вот это невроз.
Люди должны жить так, как им комфортно. В этом, так сказать, все мое учение состоит. И все эти 6 правил. И если вы хотите проводить время на работе, значит, это так. Если ваша девушка с этим не согласна, значит, вы не ее мужчина. Вот это как бы нормальная, здоровая ситуация. А если вы пропадаете на работе, девушка начинает или рыдать, или говорит, я уйду от тебя, и вы говорите, ну хорошо, хорошо, я буду приходить пораньше, это компромисс, это вынужденная ситуация, потому что вы с этим не согласны, вам это не нравится, но чтобы не было войны, вы это делаете. Вот это я не одобряю. Здрасте. Алло. Ой-ой-ой. Я почитаю. Михаил, может ли человек быть одновременно искренним и открытым с другими людьми, при этом наедине с собой чувствовать себя так же легко? Не понял. Знаете ли вы таких людей? Максим из Николаева. Смотрите, еще раз. Может ли человек быть одновременно искренним и открытым с другими и при этом легко чувствовать себя собой? Ну да. А как по-другому? Как бы он такой двуличный, он открытый для других и закрытый для себя, легкий для других и тяжелый для себя? Максим, странный вопрос. Анна пишет, я нахожусь на 5-м месяце беременности и приходится сидеть дома из-за коронавируса. Страшно ходить в бассейн, в спортзал. Я себя постоянно ругаю, что ем лишнее. В итоге у меня выглядит как жизнь? Дом, работа, лишний вес. Дом, работа, лишний вес. Как избавиться от навязчивых желаний есть и вообще принять свой лишний вес? В конце концов, я на 5-м месяце беременности. Да, во-первых, вам нужно думать о том, что вы беременны, и все, что вас в этой ситуации. И даже слово «волнует» не могу произнести. Интересует, скажем так, это ваша беременность и ребенок, который должен у вас появиться. Это первое. Второе. Вы немножко как бы ставите телегу впереди лошади. Когда вы примете себя со своим весом, у вас уйдет чувство вины за каждый съеденный бутерброд. Потому что здесь идет порочный круг. Вас не устраиваете вы. Вы придрались к тому, что вы толстые, например. Хотя люди не худеют обычно при беременности. Это странное утверждение. И вы заедаете свою же собственную тревогу о том, что у вас все время вес увеличивается, этой же едой, из-за которой вы себя чувствуете виноватой, из-за чего вы начинаете есть опять, из-за чего вы себя опять не принимаете, из-за чего вы начинаете опять есть, из-за чего вы начинаете опять чувствовать вину, что опять провоцирует переедание. Вот такая совершенно бессмысленная... у Войновича это называлось круговорот, дальше идет слово, которое мы не можем употреблять в эфире, в природе. Вот вы примерно точно так же. Органики. Органики, да. Вот Мари, конечно. Золотце. Органики, вот вы примерно то же самое гоняете в своей голове. Поэтому хотите есть, ешьте. Может быть, у вас аппетит проснулся на почве гормонального сдвига из-за беременности. Чего вы сразу-то прямо от себя винить начинаете? Потом родите, похудеете, никуда это не денется. Просто примите себя, примите свой вес и примите свое желание есть как данность. Потому что во время беременности я бы даже к диетологу не ходил. Поехали дальше. Спрашивают, на какую тему программа вашей темы? Сегодня консультация. Сегодня, да, вы говорите, какая тема, а я только открываю рот и отвечаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Меня слышно? Да, Максим, очень хорошо. Хорошо. Я звоню вам из Германии, из Ростока. Давно слушаю вашу передачу, и вот моя ситуация. Росток бывший губернатор, я помню, да? Все, наверное. Так. Значит, у меня ситуация такая. Примерно в течение последнего года я пытаюсь встречаться с девушками, хожу на свидания довольно-таки активно, но все время в ответ я слышу одну и ту же фразу, а именно «ты идеальный парень, ты вообще можешь быть любым принцем, но не для меня, ты слишком милый». И подобные фразы я слышу и от своих друзей, и от своих родителей. Это немецкие или русские девушки? Это не важно. И немки, и русские девушки. Так. Да, и мой вопрос заключается в том, почему так происходит, потому что я себя не считаю настолько уж и милым, и добрым, и так далее. И что с этим делать? Ну, это непростая история. Дело в том, что я могу предположить, потому что, чтобы более подробно в этом ориентироваться, нужен долгий разговор. Могу предположить, что ваш выбор, вы же выбираете девушек для свидания, правильно понимаю? Да. Вы их приглашаете на свидание. В вашем выборе уже есть что-то, из-за чего вы выбираете тех девушек, которые вас не воспринимают в качестве юноши. Это очень похоже на знаменитый комплекс очень многих людей, когда они любят тех, кто не любит их. Но это классика. Об этом еще Пушкин написал, помните?
Чем Да. больше женщинам и меньше. Это про это. Вот. И очень может быть, что у вас так интересно устроена либидо, что вы западаете на тех девушек, которым вы, как мужчина, неинтересны. И дальше начинается эта любимая фраза, которая звучит так. Деньги любят тебя, но как друга. И вот для того, чтобы эту проблему решить, надо поменять либидо. То есть надо, чтобы вам нравился другой тип женщин, что ли, понимаете, да? То есть те, которые отвечают вам взаимностью, а не те, Ну да, которые... те, которые вы цепляете как мужчина, которые вы нравитесь как мужчина. Максим? Вы меня понимаете, да? Я примерно понимаю, я тоже задавал себя вопросом, значит, я выбираю неправильных людей. Да, и, вопрос в выборе. Надо, да, То есть- но я не понимаю, а что конкретно надо менять. Менять надо этот самый выбор. И я вам хочу сказать, это происходит без... Там знаете, в чем сложность? Что вы же не головой выбираете, да? А вы выбираете бессознательно. Кстати, я, находясь вот в таком же состоянии, как и вы, до того, как я встал на путь исправления, я безошибочно, вот, например, зайдешь в какой-нибудь там клуб ночной, на дискотеку, вот 2 девчонки, 3 девчонки, я всегда прямо шел к той, которым я нафиг не нужен. А эти 2, которые говорят, Михаил, а можно? Говорю, нет, нельзя. Короче говоря, вот так это устроено. И я поменял себе либидо, ну, я думаю, у вас получится. Может, Максиму даже менять не надо. Нам Инна пишет из Москвы. А можно мне, пожалуйста, номер Максима? А у нас есть номер Максима? Нету, Максим нам звонил из Германии Из по Германии. телефону. Слышите, вами уже девчонки начинают интересоваться, Максим. Но не исключено, что это опять те, которым Максим не нужен. Нет, если она Нет, просит, то она значит, да. заинтересовалась, да. Так, Евгения спрашивает, подскажите, пожалуйста, почему при диалоге мне всегда хочется доказать свою правоту? При этом я уже понимаю, что выгляжу дурой, но все равно хочу доказать. Ну, вы знаете, Евгений, потому что с детства вам приходилось что-то отстаивать. С вами не считались, вас не уважали, вас игнорировали. Вот я, например, был тем самым фиговым примером, когда я работал в школе, ну, это было 30 лет назад, я как-то встал, например, ну, там дети что-то галдели, это была средняя школа, это был 9 класс, я не знаю, 8. И сказал, дети, да вы рот закройте, а мне было тогда 23 года, 24, а им, соответственно, было 15-16. Я сказал, дети, рот закройте, знаете почему? Они закрыли рот, говорят, почему? Потому что вы ничего не можете сказать того, что вы знаете, а я нет, или мне это было бы интересно. Поэтому вы лучше помолчите, а лучше я поговорю. Ну, я молодой был, видимо, не очень умный. Вот. И, к сожалению, многие родители ведут себя так с детьми. Дети привыкают к тому, что их мнение неинтересно, а они себя при этом как бы любят, уважают и считают вполне себе умными. И тогда они начинают бороться за внимание взрослых, а когда вырастают, за внимание других людей. Вот так. Михаил из Перми отвечает Максиму. Он пишет немчик, хотя он не совсем немчик, он Максим все-таки. Он даже не Макс. Приезжай в Россию, тут невесты за тебя будут бои вести. Ну, кстати, я бы даже согласился. А мне кажется, и в России можно найти такую женщину, Нет, которой ну, ты будешь не нужен. Это, да, это это правда. классика. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Мне 28 лет. Пожалуйста, Дарья. С выздоровлением вас, Михаил. Спасибо. У меня такая проблема. Мне 28 лет, я уже говорила, и я постоянно сравниваю себя с другими людьми, как правило, более успешными, более молодыми. И вот сейчас, чем старше я становлюсь, тем больше меня такое чувство фрустрации одолевает, что причем я не делаю себе даже никаких поблажек в том плане, что у них родители, например, богаче, то есть у них там финансовые возможности больше, чем у меня. Я при этом просто даже сейчас уволилась и нахожусь в какой-то депрессии, просто наблюдаю за ними в соцсетях и занимаюсь таким самобичеванием. При этом страдаю и я, и моя вторая половинка, потому что он все это принимает на свой счет, то, что он как мужчина, в общем-то, не способен сделать меня счастливой. И я не знаю, что вот сейчас делать вот с этим. То есть эти люди, они живут, ну, которым я завидую, грубо говоря. Они там ездят за границу, например, учиться, им финансы все это позволяет, и мне так обидно за себя, что у меня таких дверей не было открыто даже там в лет 16, 17, 18, как у них. И мне кажется, что жизнь моя проходит стороной. Вы подписали какую-то секретность, вы не выездная, вы работали в Министерстве обороны. В чем проблема-то была в 16 лет? Расскажите. Нет, у меня не было проблем. Ну вот, например, приведу сейчас вам один пример. У меня есть, у молодого человека есть племянница, ей сейчас 17 лет, 18.
она улетела учиться в Чехию. Так. И мне обидно то, что у меня, например, в 18 лет не было таких возможностей. Мои родители из СССР, и то есть мне мама сказала, куда идти, туда я и пошла. Что мои родители смогли себе позволить оплачивать, туда я и пошла. То есть она со мной не учится было в Чехии на платном отделении, а ваших родителей таких денег не было. Да. Понятно. Вам сейчас 28 лет, у вас сейчас денег по-прежнему нету? По меркам семьи, в которой я жила, и вообще из всех своих родственников, я живу лучше сейчас, чем они. Но по-прежнему в Чехию съездить не можете. Да, ну да, вот то, что я хочу, там, например, начать бизнес свой, о чем я давно мечтаю, и уехать в путешествие, я не смогла себе позволить до 28 лет, и сейчас прям я собраться не могу и поехать. А уже часики протикали, и мне нужно рожать, меня все заставляют идти уже замуж, и вот так вот. И мне кажется, после этого моя жизнь оборвется, и больше никогда я не смогу вот этого всего достичь вместе с ребенком. Понятно. Интересная фигня. Ну, а вопрос в чем? Мой вопрос в том, как от этого избавиться. От этого чувства и хотя бы сейчас на том, что имею, чего-то добиться. Ну, давайте я вам начну рассказывать, как от этого избавиться. Для этого надо понять, а что это вообще такое, да? Почему вы так несчастливо живете? Во-первых, вы не цените то, что вы имеете, зато очень страдаете от того, что вы не имеете. Это первая проблема. Причина ее, к сожалению, состоит из двух частей. Первая часть. Вас родители, видимо, в детстве сравнивали с другими детьми, и вы привыкли себя сравнивать с ними, и сами родители вполне могли быть такими же людьми, которые тоже говорили, что они живут хуже, чем другие, а другие живут лучше и так далее. Второе, это то, что у вас, прямо совсем уже низкая самооценка, вы себя не любите ни в каком виде. Я так догадываюсь, судя по нашему разговору, что сейчас бы вы могли в Чехию скататься. Я не имею в виду во время коронавируса, я имею в виду деньги. Но нет. Сейчас я уже не хочу, или мне не надо, или мне уже поздно, или поезд ушел, что-то такое. Вы дальше говорите, я там, могла бы заниматься бизнесом. И занимайтесь бизнесом, вам же никто не мешает заниматься бизнесом. У вас все время, к сожалению, такая невротическая в голове схема, при которой везде тупик. Как это, куда ни кинь, всюду клин. Потому что то ли у меня время ушло, то ли мне поздно, а сейчас у меня вообще другие приоритеты. Мне 28 лет, и рожать надо. Кто вам сказал, что вам надо рожать 28 лет, я не знаю. По американской доктрине старородящие женщины это 37, а вам 28. У вас еще очень много времени. И замуж выйти. Кстати, в Европе люди выходят замуж примерно лет в 35. И рожают примерно в это же время. Это первое. Второе. Бесполезно что-то вам говорить, потому что это вы не нарочно делаете, и это не от головы идет. Это идет от вашей тревоги по нескольким проблемам. Первое, что я очень плохо живу, мне себя жалко, есть люди гораздо более счастливые, чем я. У них были родители успешные, деньги, чехи и так далее. Второе, это очень высокий уровень тревожности, который называется, как говорится, хватай, мешки к вокзалу ходят, потому что вы все время боитесь, что куда-то опоздать, хотя вам только 28 лет. Очень депрессивное сознание. Как эту проблему решить? Она настолько у вас запущенная, что я бы пошел на вашем месте к психологу, и с психологом бы эту проблему решал. Что я могу сказать? Во-первых, перестаньте смотреть в чужие тарелки вообще. Это всегда дорога в никуда, потому что всегда будет моложе, успешнее, богаче и так далее. Вы всегда будете проигрывать. Просто заканчивайте смотреть, как живут другие люди. И сравнивайте себя с собой же, скажем, прежние, что вы там достигли и так далее. Вот тогда у вас все, может быть, и наладится. Вы, Михаил, пока рассказывали, я поработала купидоном и отправила телефон Максима, который прислал нам в студию. Максим, кстати, очень симпатичный парень. Это я так. А вы откуда вы знаете? Вы знакомы? Я по аватарке посмотрела. Приятный парень, прислал, говорит, передайте мой телефон Инне. Все, передала. Я устала подрабатывать купидоном здесь, в WhatsApp. Ой, так интересно. У вас вообще мы читаем переписка офигенная. Мари, дайте девушке мой номер, Даниил, Москва. Я живу в Берлине, дайте мой номер Максиму. И, кстати, Галя пишет свой номер, Максим. И как нам это самое закупидонить-то их? Ой, господи, извините.
Устала подрабатывать тут. Дядя Миш, вот вам пишет, подскажите, как одобрить в себе художника, пишет Тудор из Москвы, творца, и допустить хотя бы такую мысль, что я могу быть творческой личностью, пусть и занимался все свои 26 лет непримечательной рутиной. Очень сложный вопрос. Дело в том, что художник, он требует признания. Каково было великим художником, таким, например, как Ван Гог, да и не только Ван Гог, там у Модельяне, по-моему, тоже были проблемы, которые при жизни не были оценены. И это большая проблема, потому что надо иметь настолько железные яйца, настолько уверенный в себе и стержень, чтобы говорить, вот я считаю, что я художник, и делать это в стол, да? Потому что когда художник начинает выставляться, печататься в журналах, его картины начинают, если мы говорим про художника буквально, хотя художники бывают, так сказать, разного вида, то он понимает, что он востребован, и это укрепляет его мысли в том, что он художник. Но когда он этим никогда не занимался, он только начал заниматься, он не имеет еще никакого признания. Вот ему, чтобы считать себя художником, нужно иметь то, что я сказал выше. Поэтому вам я предлагаю, если вы так думаете про себя, как вы пишете, сказать, я художник, я не буду зависеть от того, насколько я востребован или нет, я это в конце концов делаю для себя. Это очень сложная схема. Я еще не видел художников, которые что-нибудь делают для себя. Я имею в виду писателей, которые для себя пишут книги, или поэты, которые пишут стихи, или музыку для себя, или картину для себя. Но без этого все похоже становится на рынок, в котором, если тебя покупают, ты что-то из себя представляешь, а если не покупают, ты ничего не представляешь. Поэтому попробуйте найти в себе эти самые силы творческие и делать это для себя. О как. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, Мария. Меня зовут Татьяна. Да, Татьяна, пожалуйста. Мне 33 года. Я просто очень рада, что я дозвонилась. Михаил, я как раз тот самый случай, когда женщина обзаводится детьми, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. И много у вас детей? 2. А несмотря, в смысле, дети, вы их для себя рожали, и не в браке, и так далее. Вы это имеете в виду? Да. Первый ребенок у меня был еще в браке рожден, потому что как-то очень хотелось белое платье и все такое. Ну, брак быстро закончился, а второго ребенка я рожала уже прекрасно понимая, что замуж я не хочу, а хочу, чтобы у меня были дети, и я просто люблю смотреть, как они развиваются, как они растут. И есть с этим вопрос. В одной из своих передач, в одном из своих эфиров вы говорили о том, что человеку нужно, чтобы его любили, у него это жизненная потребность. Скажите, может быть такое, что любовь ребенка вот эту потребность замещает? Потому что я не чувствую потребность, чтобы у меня там жил мужчина рядом, потому что он там, ну, по моему опыту, тратит очень много энергии на него. Аня, вы знаете, что я вам скажу очень интересную вещь? Во-первых, я отвечу на ваш вопрос. Да, ребенок, как любой близкий человек, а ближе ребенка уже некуда, конечно, полностью компенсирует любую дыру отсутствия любви. И делает не просто вас человеком, которого любит, но еще и придает в вашей жизни смысл, согласитесь. Но есть одна проблема, которая мне как мужчине не нравится. Вы знаете, какая проблема? Сейчас узнаете. Очень много женщин не любят мужчин. Вы из тех женщин, которые не любят мужчин. И мне в жизни приходилось сталкиваться с такими женщинами, которые как бы даже отношения с тобой поддерживают, но по поведению видно, что даже вообще тут не в тебе дело. Ну, как бы она и говорит, в принципе, ну, типа, или там все козлы, или что-нибудь в этом духе. Ну, почему? Потому что папа там какой-нибудь алкоголик, понимаете, да? А мама говорила, да, они все скоты. И, короче, у ребенка с детства выработалось неприятие мужчин, но как класс. Это вот та история, все женщины стервы, все мужчины да. козлы. То есть есть мужчины, которые не любят женщин, которые пишут нам письма с Марией, да им только одного надо и так далее. Есть женщины, которые ровно то же самое говорят про мужчин, но имею в виду другое под словом того. И я хочу сказать, что у меня есть такое подозрение, Таня, что вы не очень любите мужчин вообще. Они вам действительно не очень нужны, и вы не одна такая. Я думаю, таких женщин миллионы. У них было особенно детство неудачное, то есть у них вообще представление о мужчинах, ну, не самое приятное. И когда они выросли и стали взрослыми женщинами, они сказали, детей я люблю. А вот мужчина это как бы лишнее. И я как бы не нуждаюсь, у меня нет потребностей и так далее. Я могу прожить и без мужчины, и вы не одна такая, Таня. Я как мужчина просто переживаю из-за этого.
А скажите, с этим нужно как-то работать? Или это Не, просто не так? нужно. Если вам, есть, знаете, у психиатров, я не знаю, у психологов, может быть, тоже есть такое понятие компенсация. Ну, предположим, какой-нибудь человек хочет постоянно внимания. Вот там, где я живу, есть мужик пожилой уже, на моей памяти он лет 20, ездит за всеми людьми на самокате или пешком бежит зимой и предлагает просто взять или купить, не помню, сборник его стихов. 20 лет с утра до ночи. Он ходит за людьми и просит, чтобы они у него взяли, не помню, какой. Там не про деньги, на самом деле, история, а про признание. Понимаете, да? Ну, да, понимаю. Вот. Чему это я? Я уже пока рассказывал, забыл нить разговора. Что это я хотел сказать? Ну все. Я отвлеклась. Пока купидонила, я отвлеклась. Извините, прослушала. Мари, у меня уже возраст, мне надо подсказывать периодически. Так, тогда смотрите, подскажите, пожалуйста, Людмиле, ей 38 лет, несколько раз пыталась переехать в любимый город против воли матери и через ее истерику. Простите, я вас перебью, Мария, я вспомнил. Не такой, на самом деле, старый. Так вот вы какой. Простите, Какой? пожалуйста, сейчас я Давайте, договорю, да, а вы потом давайте, дочитаете. Да. Значит, люди, которые, вот как этот мужчина, они не компенсированы. То есть им любовь нужна, но они получить не могут. И это настолько их переклинило, что вот этому мужику лет 70, наверное, уже. Я его, по-моему, с 50 помню, он все время ходит за людьми и предлагает купить. Как городской сумасшедший. Или так, по-моему, почитай. А есть компенсированные люди. Например, актеры великие, да, за которыми толпы ходят, музыканты. У них же тоже в основе их профессии это компенсация того, что они недополучили в детстве любви. Но вдруг так оказалось, что в отличие от этого бедного мужчины, у них все хорошо. Они собирают стадионы, на них ломятся. И с точки зрения психиатра, как психиатры это называют компенсацией, они абсолютно здоровые. Потому что все свои, комплексы, все свои тараканы, они полностью реализовали. Они даже не могут пожаловаться. Более того, я сам думаю про себя, что мне в детстве не хватало, наверное, внимания родителей. Но когда я и в школе работал, когда я читаю лекции сейчас, я полностью компенсирую вот эту потребность любви со стороны тех людей, которые меня любят. Поэтому, если ваши дети компенсируют вам вот это вот отсутствие интереса к мужчинам, то проблемы я никакой не вижу. Хотя многие женщины говорят, что детская любовь мужскую не заменит. И я вспомнил эти знаменитые слова. Жена найдет себе другого, а мать, сыночка, никогда. Так что, Мария, там дальше было? Про мать и дочь. Людмила, 38 лет, несколько раз пыталась переехать в любимый город против воли матери через ее истерику. Каждый раз она меня возвращала, причем всеми возможными способами, давая на чувство вины, в том числе болезнями. Вопрос, подскажите, пожалуйста, как мне жить своей жизнью и при этом все-таки не сойти с ума от чувства вины, что я бросаю маму, переезжая в город? Люди должны жить всегда своей жизнью. Вы можете помочь маме решить ее проблемы, я не знаю, мама там что, я не понял, проблема мамы, она пожилая, ей нужно уход какой-то. Ну, не указано, но давит на чувство вины, в том числе болезнями. Ну, вот я как раз, значит, я правильно понял. Ну, санитарку, сиделку, и периодически маму навещать, естественно, почти каждый день или каждый день разговаривать, и все. Проблема многих людей в том, что они являются заложниками других людей, особенно в семье. Притом некоторые принудительно, а некоторые добровольно. Хотя в каком-то смысле все добровольно. Что такое добровольный заложник? Это женщина, которая никаких мыслей в голове по поводу своей жизни не имеет, рожает детей, опекает детей, то есть она не работает, ну там, видимо, муж все это оплачивает. Она ходит с детьми и занимается всякими делами. Ну, я не знаю, там, на спорт ходит, на музыку и так далее, делает с ними уроки. Сама никуда как бы не стремится, не развивается, а потом начинает душить детей тем, что она потратила на них всю жизнь. Я, кстати, видел такие семьи, у меня даже у моих знакомых такие мамы были, которые прям при мне устраивали истерику, когда мы там были, нам лет по 20, там он, товарищ сидит, что-то не доедает мамин суп, мама как начинает орать. Михаил говорит, а ты знаешь, что я вообще певицей была? И когда я этого дебила родила, я ушла со сцены. Я всю жизнь ему отдала и начинает истерить, но мама тоже нездоровая. А причина — не доел скотина бульон куриный. И все. Как знаете, Мария, как еврейская мама дарит сыну на день рождения 2 галстука. И он выходит к гостям в галстуке, в мамином. И мама подходит и говорит, а что второй? Не понравился? Так вот, я хочу сказать, что... Поехали дальше. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
Михаил, здравствуйте, Мария. У меня вопрос такой. Меня зовут Егор, мне 38 лет. И вот совсем недавно я женат, у меня жена, 2 детей, 2 мальчика, 8-6 лет. И вот недавно я узнал, что когда я был в армии, это было 14 лет назад, моя жена мне изменяла. Но тогда еще она была моя девушка. До армии мы встречались не 3 года. У нее было несколько мужчин. Вопрос в том, что на данный момент она мне говорит, что это все в прошлом, в браке у нас измен не было с ее стороны. Подождите, пожалуйста, а вы это сейчас узнали? Да, я это узнал вот буквально несколько недель назад. А каким образом вы это узнали? Скажем так, опять же, в приватной беседе с женой она мне рассказала об этом. А раз она рассказала об этом, то она посчитала, что в этом нет какой-то проблемы, ибо еще она не рассказывала, я правильно понимаю? Наверное, просто в какой-то момент я стал ее подозревать, я вывел ее на этот разговор, и, она мне призналась, что да, у нее... То есть у вас были какие-то договоренности, а вы про срочную службу говорите, да? Я служил 2 года, да. То есть, что это ваша девушка, вы уходите в армию, она вас ждет. Прямо вот так было, да? Мы, по крайней мере, когда мы разговаривали об этом, я ее спрашивал, будешь ли ты меня ждать, она мне сказала, что я не знаю. Но она мне сейчас рассказывает про то, что... Стоп. На вопрос, будешь ли ты меня ждать, она вам сказала, не знаю. Я правильно вас услышал? Да, но она говорит, сказала это для того, чтобы, может быть, я на ней, женился на ней, скажем так, в то время. Нет, давайте мы не будем к ней в мозг залезать скальпелем, а давайте посмотрим, что она сказала на ваш вопрос, будешь ты меня ждать. Она нам честно сказала, не знаю. И, в принципе, как сказала, так и сделала. То есть, как бы и ждала, и не ждала одновременно. Ждала в том смысле, что она с вами дальше стала отношения строить, а не ждала, потому что переспала с другими мужчинами. Что здесь, неправда или где обман с ее стороны, расскажите. Опять же, когда я пришел, да, еще могу сказать, что мы довольно часто виделись, то есть это было где-то раз в месяц, раз в 1,5 месяца я приезжал к ней. Вот. И когда я уже пришел с вооруженных сил, я у нее спросил, у тебя кто-то был, ты с кем-то была, может быть, нет, она мне сказала, я тебя ждала. Вот это обман. Вот здесь я спорить даже не буду. И надо спросить, почему она это сделала. Вы ее спросили, почему она наврала? Да, я ее спрашивал, но она мне сказала, что хотела бы сохранить со мной отношения и не хотела бы меня терять. Признаться в этом, естественно, было, скажем так, это было стыдно. И она понимала, что если бы она мне призналась в тот момент, то у нас бы не было дальнейшей жизни. А почему сейчас она решила рассказать? То, что вы ее приперли к стенке, или она сама решила? Да, я думаю, что это я ее так, разговором вывел на это. А вы зачем вдруг ни с того ни с сего, через 14 лет отношений, решили ее припереть к стенке? Не знаю, как так получилось, но, наверное, да. Наверное, были какие-то у меня, может быть... У меня сомнений не было изначально, но вот они появились там в последний, может быть, год. То есть жена повод давала? Она как-то вела себя, чтобы вы спрашивали, а почему так? Я не могу ответить на этот вопрос. В какой-то момент, да, может быть, в момент интимной близости какие-то были вопросы у меня, и я стал сомневаться в том, что у нее никого не было. А в чем ваш вопрос сейчас? У нас уже время подходит к концу. А сейчас мой вопрос следующий. Вот возможно ли вообще простить данного человека и Теоретически, конечно, возможно, но это все в ваших руках. Да, как с этим жить? И вот может быть рецидив в ее отношениях с другими еще мужчинами дальнейшим. Вот смотрите, какая ситуация. У вас есть 2 варианта. Вы или это переживете и будете с женой дожить дальше, или вы с ней разойдетесь. Что плохо? Плохо, если вы не сделаете ни того, ни другого. Вы ей этого не простите, но и разводиться не будете. Ваша жизнь превратится в кошмар, в выяснение отношений, в разборки, в недоверие, в подозрения. И это будет очень несчастливая жизнь для всей семьи. Поэтому я не знаю, изменитесь ли вы, у вас просто это недавно произошло, поэтому это требует время. Что я могу сказать? Если вас прямо очень бесит и раздражает то, что вы находитесь в таком состоянии, но в одном помещении, то вы можете прибегнуть к известной методике семейной психологии мировой, которая предлагает в таких практически трудноразрешимых ситуациях, потому что речь идет о ваших чувствах. Вы головой это все хорошо понимаете, а вот как с эмоциями разобраться, это сложно. 3 месяца пожить отдельно, для того, чтобы в этот период понять, хотите ли вы остаться один или хотите к жене, и вы по ней скучаете. За эти 3 месяца у вас есть 3 правила. Вы не можете заниматься сексом друг с другом, вы не можете выяснять отношения или обсуждать друг друга. Это, кстати, разные вещи, выяснять отношения, обсуждать друг друга. Все остальное можете. Можете с детьми гулять, есть. Вот, жить вместе тоже. 3 месяца вы должны раздельно жить. И в течение этого периода, как считают психологи, вы должны не, волевым путем решения принимать,
А оно должно само прийти, исходя из того, что или вы скучать будете по дому, по семье и по жене, или не будете скучать. И так и примете соответствующее решение. Мы принимаем, думаю, последний звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Ай-яй-яй. Или не принимаем. Или не принимаем. А давайте-ка вот еще раз. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У вас 1,5 минуточки буквально на вопрос. У меня такой вопрос. Меня Дарья зовут, и я недавно развелась с супругом. Стараюсь придерживаться правил Михаила сейчас, то есть делать то, что хочу, и все остальное. Но вот знаете, такая ситуация, я когда встречаю бывшего мужа, у меня слезы просто рекой идут. И я не пойму, почему. Инициатор развода была я. То есть я 10,5 лет терпела вот его. Он психологический насильник, как говорится. То есть он издевался надо мной. И вот я не пойму свои эмоции. Вот почему у меня текут слезы, я не пойму понятно, эти эмоции. почему. Потому что вы 10 лет же терпели. Это же не один раз был. Это было 10 лет. И вы, к сожалению, за 10 лет привыкли к тому, что над вами издевается. И сейчас, когда вы нашли в себе силы и расстались, ваша психика по привычке переживает и от воспоминаний, и от того, что вы это все пережили, и от того, что вам себя жалко, и так далее. Я думаю, как от этого избавиться? оно само пройдет. Вы давно развелись? Ну вот 12 декабря получу свидетельство о разводе. Ой, ну нет, но еще времени прошло. Поэтому это не такое время. Это может через год, например, закончиться. Это не сию секунду.